Друзья, всем привет! Просто остановился, где-то зацепил мотором об дно, помял немножко, замял, там мятина небольшая в пятке в этой самой, винт целый, проехал уже, наверное, километров 15, так, в принципе, ничего такого не замечено, никаких посторонних шумов, ничего такого, мотор как работал, так и работает, в принципе, нормально, думаю, ничего страшного не будет. Друзья, ну все, я на месте. Приехал, и настроение у меня просто нулевое. Я просто встрял. Я дома всю посуду оставил. Все котелки. Их два, но тем не менее. Кружку, ложку. Кружка, ложка, ладно. Самое главное, я оставил котелки. Установил, ребята, уже палатку. Сейчас хочу провести свет. Обустроил здесь под елкой все разложил, все развесил куда надо, где надо. Снимать вообще, ребята, никакого желания нету. Просто вот ходил, все делал и камеру даже не доставал, потому что настроения никакого нету совершенно. У меня есть 2 банки тушенки. И по счастливой случайности взял в эту поездку банку кукурузы. То есть она вот такая вот баночка небольшая, конечно, 200 грамм, буквально на кружку. Взял в эту поездку опять аккумулятор этот LV. Очень уж что-то он мне нравится. Так, все, ребята, как-то так. Вот такой вот маленький, компактный. Нет, проволоки нету в инструментах, а надо возить. Открываем кукурузу, придется ее есть. Есть, конечно, я бы ее не стал, но придется. Есть совершенно неохота. Чай у меня еще есть в термосе, где-то он у меня тут был. Вот. Я немного попил в дороге, а в основном так-то еще почти полный термос. Сегодня-то ладно, а завтра буду как-то с баночкой. Плохо, что проволоки еще нету. Самое вот это вот обидное. Вот это вот вообще очень плохо. Так бы был бы такой мини-котелок. Все, ребята, примерно нашел выход из положения. Вспоминал, сидел, что у меня может быть такого. Поводки на щуку 0,4 миллиметра. Сделаю как дужку. Сейчас котелку. И будет ручка. Дождик, что ли, закапал? Непонятно. Вроде нет. Дождь-то обещали сегодня к вечеру. Так что вроде я уже смирился, что я такой идиот. Забыл котелки дома. План, ребята, завтра
такие. Рано утром просыпаюсь, готовлю здесь кушать, завариваю целый термос чая с собой. Хорошо у меня взять с собой термос. Я этих баночек накипячу, заливаю полный термос и возьму с собой. И ухожу на озеро на целый день. Время, ребята, 3 часа ночи. Я нормально не сплю вообще, честно вам признаюсь. Потому что в 12 часов кто-то лаял в лесу. Вот там вот за ручьем, там сосновый бор идет. Слышно где-то там в той стороне такой лай был. Но я подозреваю, что это, наверное, лиса была. Потому что лай такой немножко отличается. Вот такая вот, ребята, красота. 3 часа ночи. Камера смотрит как раз через речку. В ту сторону звездное небо немного. И светит луна из-за леса. Как будто огромный мощный фонарь. Это просто фантастика. Сна нет ни в одном глазу. Совершенно. Со всеми звуками. Вот слышно, как тут журчит ручей рядышком. Друзья, всем доброе утро. Время 8:30. Рано я так и не встал. Не проснулся. Это уже 3-я баночка. Сейчас заливаю термос. И в дорогу. Я примерно тут маршрут уже вычислил, когда сюда собирался, планировал. Все пересмотрел 100 раз по карте, где лучше идти, как лучше идти. Ну и вот примерно, я думаю, это самый лучший вариант, где я иду, потому что можно еще с другой стороны зайти на это озеро, но там сплошные горки, то есть такие вот туда-сюда перевальчики. Это очень тяжело, когда спуск, подъем. С той стороны вот там подступает болото, и зверовая тропа идет между горой и болотом. Я на нее вышел, забрался там на гору. Я, в принципе, всегда знаю, что вдоль таких мест идут тропы. И это просто облегчает жизнь. Просто, ребята, это небо и земля. Просто идти вот по лесу по такому и идти по тропе. Ноги поднимать не надо. Кочек минимум. Это вот огромное спасибо лосям, медведям, всем зверям, кто здесь ходит, передвигается. Обязательно, ребята, такие участки надо отмечать. Начало тропы, все, я дошел, дальше уже не видно, где-то расходится зверь, видимо. Дальше пошел в лес. Окунь. Так, ну все, собрал покрафт. До этого смотрел GPS-ку, ну все, ладно, иду. Немножко крутанул тут. Гора такая очень интересная, обходит. Я где-то ее крутанул, увидел воду и думаю, ну все, это озеро. Ладно, пришел, а оно немножко похоже, тоже с заворотом с таким. Ну и GPS-ку больше не доставал. И был уверен, что я пришел на большое озеро. Ну ладно. Сходил туда, накачал покрафт, за этот поворот туда дальше уезжаю. И смотрю, что плыву, что-то не то, а озера-то дальше нету. Думаю, ладно, к берегу пристал, GPS-ку глянул, а озеро-то не то. Ну вот так вот надо, получается, тащить. Тут спустился с горы, здесь опять надо в горку тянуть. По расстоянию-то вроде немного, но я бы сказал, не очень легко тут ходить.
Это, ребята, по ходу дела огромный невод или огромная сеть, очень длинная, большая. Проволока до такой степени натянута, как струна. Привязывали, скорее всего, здесь ее зимой, потому что очень высоко проволока привязана, и проволока эта уже, ребята, въелась в дерево, она уже туда вот так вот впилась. То есть проволока намотана очень давно. И скорее всего, что эта сетка тоже лежит очень давно. Проволока хорошо. Можно душку мне на котелок сделать, но я не буду ничего здесь брать. Вот эта сетка, она буквально здесь в 100 метрах. Сейчас зайдем, посмотрим, открыто. Да, это 5-звездочный отель какой-то. Обшит плитами ОСБ снаружи и снутри. Время час дня, пропикало. Ну, шикарно тут. Шикарные апартаменты. Не знаю, это чье. Вообще не представляю. Очень много всего оставлено. Продукты есть. Странно, что медведей не было. Чистота, порядок вообще отлично. Сегодня, ребята, здесь ночую. Не пойду я обратно на реку топтать ноги. Время уже почти 2 часа дня. Я уже хотел выходить часа в 4. В обратную дорогу. Это получается, мне осталось рыбачить 2 часа здесь. А что за 2 часа я тут нарыбачу? Я, в принципе, знал, когда сюда шел, думаю, ну, сарай как бы есть, ну, может, в сарае переночую. А здесь, оказывается, такая вот изба. Я вот вообще не знаю, как в чужой избе можно что-то взять. Вот у меня это в голове не укладывается. Потому что я знаю, случаи бывали, что люди что-то воровали, тащили из изб. Но как-то для меня это как-то дико. Не знаю. Как тут можно вообще что-то взять? Люди тут столько сил потратили. Сколько всего завезено, сколько трудов было вложено в это все. Я просто сам прекрасно представляю. Вот такая лодка здесь даже есть. Такая тяжеленькая. И вторая вот была, тоже рядом сгнила. Ух. Окунь. Думал, щука сначала. Ну вот прошелся здесь со спиннингом. Вот там вот туда вокруг обошел. Это такой полуостров здесь. Одна щучка сошла, и выход был окуня такого примерно грамм. Ну, я думаю, нормально, грамм до 300 такой был окунь. Больше, ребята, ни поклевки. Оп. Есть. Окунь, по-моему, сошел. Опа. Есть. Ах, сошла. Успел, подъехал сюда, на этот берег. Стою под елкой. Покрав затащил на берег. Под покрав положил этот рюкзак.
что-то все затянуло как-то резко. Да, что-то какая-то погода совсем испортилась. Дождик закончился. На озере почти штиль. Все стихло так прям. Вообще поедем, попробуем. Прокатимся туда дальше. За поворот. Ну пока вот что-то, конечно, впечатление первое не очень. Можно сказать, что вообще не очень. Забрался вроде далеко. Ну, это такой поход просто с проверкой. Я пошел просто проверить, а вдруг бы наловил. Ну, то есть, рыбалка — это всю жизнь какие-то эксперименты. Где-то что-то пробуешь, какие-то новые места. Всегда это любопытно, интересно. Так что, нет так нет. Без рыбы так без рыбы. В принципе, я особо и вообще не расстроился. Хоть нести обратно не надо. Вот это огромный плюс. А может, сейчас и наловлю что, не знаю, после дождя. Первая щука небольшая. Плыву в сторону избы. Ой, дождик начался. Сейчас вот эта туча идет. Сейчас, конечно, даст жару. Дровишки хоть некоторые занести сюда, чтобы не мокли. Дрова вот там вот лежат, но они уже там сырые такие. Некоторые уже сгнили совершенно. Вот печурки такие более-менее нормальные. Сейчас наколю. Часть здесь оставлю. И печку немножко потоплю. Там дрова есть в избе. Их не буду жечь. Сейчас на печке подогрею банку тушенки. Съем с хлебом. Сало у меня еще есть. Чай остался немножко. И печенье. Покушаю. А завтра, ребята, с утра выдвигаюсь туда на базу, на речку, где у меня стоит палатка. Здесь ничего не беру. Никакую посуду, ничего не использую. То есть как-то так. Обойдусь своим вот этим вот. Не буду ничего брать. В избе уже становится тепло. Хорошо. Но погода что-то как-то совсем испортилась. Она, если бы щука клевала, то она бы и сегодня клевала. Видимо, может что-то... Не только одна луна нужна. Может смена погоды, еще что, ветер. Давление. Покрав, наверное, я соберу завтра. Хотел сейчас сходить. Думаю, что делать. Время есть еще. 19:33. Но что-то неохота мне. Подустал я сегодня за этот день. Реально устал. Я вот сейчас, пока тушенка у меня грелась там на печке, я что-то прилег так. Меня разморило. Я готов уже спать ложиться. Потому что эту ночь я нормально не спал. С этими со всеми звуками там. С лосями. Лось вот утром тоже ревел. 2 раза причем. В горе там. Где-то рядом был. У них сейчас как раз гон идет. То есть, ну, как бы такое опасное. Поэтому я нормально и не спал. Все, всем пока. И до завтрашнего утра. Какая будет завтра погода. Ну, вот там пошли облака. Видно, что уже что-то какое-то, ну, посветлее небо. Может быть, и погода наладится. Друзья, всем доброе утро. Время 7 часов 36 минут. На озере стелется туман такой. Где-то лебеди кричат там. Вдалеке слышно.
Навел порядок, чистоту, все закрыл как было. Посудой, бельем каким-то, вообще ничем не пользовался. На столе ничего не брал, все как лежало, так и лежит. То есть как я зашел в избу, так и есть в первоначальном состоянии. Все, рюкзак собран, все собрано. Ухожу с озера. Но, скорее всего, на 99% я здесь был первый и последний раз, наверное. Вряд ли я сюда еще приду. Может быть, когда-нибудь и занесет, не знаю. Кто, если ребята узнал свою избу, жму вам руку. Огромная благодарность, спасибо. Переночевал. Пересекаю болото. Обходить его далековато. Приличное расстояние. Проще его напрямую пересечь. Выглянуло солнышко. И на улице стало тепло. Снял одежду. Иду чисто в одной футболке. Так-то нормально, в принципе, но идти жарко. Эту банку я принес с озера, которую я свинину вчера ел. Тушенку. Банку не стал выкидывать. Сейчас кипятил воды на костре. Сейчас заварю туда вермишель, быстрое приготовление. Если я, допустим, себя вот так вот иногда вот смотрю со стороны как зритель, и это выглядит, конечно, нелепо, что я забыл котелки, забыл кружку, забыл ложку, что как будто это все сделал специально для контента. Но, ребята, на самом деле это все так и есть. Я на самом деле котелок забыл, и вот ничего я тут не придумываю и не наигрываю. Как есть, так и есть. Смысла нет. Потому что я сам уже замучился готовить, кипятить воду на этом маленьком котелочке. Сейчас попробую хариуса здесь поймать. Вышел к речке. Опа! Вот он. С первого заброса прямо здесь. Вот это монстр, ребята. Не знаю, правда, в чем их готовить. Но раз уж они попали, то я их как-нибудь приготовлю. Может, сделаю на рожне. Третий, ребята, хариус. Вообще, хариус просто отменный. Четвертый, но этого отпускаю, небольшой. Крючок у меня на этой блесенке стоит без бородки, просто одинарник. Вот так она загнута. Такая вот микрорыбалка, прям под носом. Кто-то может подумать,
Зачем-то Михаил ходил куда-то на озеро, ничего не поймал. Одну щучку поймал маленькую, в такую даль ходил, под боком вот хариус клюет, можно наловить. Хариуса-то я и так наловлю. Я знаю, что я его наловлю. А хотелось иногда, хочется иногда сходить куда-то в поход на новые места, походить, побродить, щуки половить. То есть это немножко другая рыбалка. Один хариус порвался и вот так вот висит. Контейнер у меня из-под этого. Курица была, когда из дома ехал. Взял с собой. Так, ну тут ладно, пускай доходит. А эти два вот так вот. Очень вкусно. Сижу, ребята пьют чай. Выходит луна. Вот оттуда из-за леса. Очень красиво. Но на небе облака. И немножко такого открытого пространства. Ну, больше-то облаков, конечно. Дождя пока нету. Собрал уже лодку, вещи, все погрузил, оставил только палатку, ну спальник вот сейчас, где ночевать буду, там такие вещи кое-какие. А так все уже снес туда в лодку